Привет, физкультурники! Ну что, сегодня мы записываем еще одно видео насчет ошибок, которые мы выполняем в наших упражнениях в кроссфите. И сегодня с вами мы рассматриваем фронт-сквот и, по моему личному мнению, 3 главные ошибки, которые могут вам исправить не только технику в вашем фронт-сквоте, но также помочь поднять там ваши веса, если вы в них застряли. Но прежде чем мы начнем, как всегда, подпишись, поставь лайк, тебе не сложно, мне приятно, а YouTube полезно для продвижения моих видео. Ну что, народ, погнали! Итак, друзья, первая ошибка – это круглая спина. Смотрим. Когда вы держите штангу, и вместо того, чтобы в приседе держать спину ровно, что мы делаем? У нас получается приблизительно вот такое движение. Честно сказать, у меня даже не сильно получается округлить спину, потому что мне это как-то непривычно, и у меня не получается. Но по большому степени это вот должно быть что-то вот такое. Итак, друзья, что происходит, когда мы делаем это с кривой спиной? Центр тяжести у нас уходит вперед, естественно, штанга нас тянет вперед, мы сдвигаемся с того, вместо того, чтобы стоять на полной стопе, стоим уже больше на носках, толкаем больше носками. В таком положении мы не только можем получить травму спины, но и также нам тяжело поднимать и толкать вес, потому что наш корпус, когда он спина прогнута, наш корпус, он не имеет стабильную, сильную основу, потому что штанга нас перетягивает. И из-за этого поднять вес большой уже намного сложнее. Поэтому, если есть причина, по которой вы, может быть, застряли в ваших весах, обратите внимание на кривую спину. Как, друзья, это исправить? Все очень просто. Прежде чем мы начинаем движение, мы должны зафиксировать грудь наверху, спину ровно, четко держим, и когда мы опускаемся вниз, мы удерживаем все время ее ровно. У нас нету провалов вот таких вот в груди, мы всегда держим грудь впереди, и это поможет нам удержать спину более ровно и более правильно. Итак, друзья, следующая ошибка – это локти. Когда мы держим штангу, наши локти всегда должны быть впереди. У кого мобильность получше, могут задрать очень-очень высоко локти, у кого похуже, чуть меньше. Но локти всегда должны быть впереди. Ошибка людей, которые делают это неправильно, это когда локти опускаются вниз, они находятся под штангой или даже иногда за штангой. И когда человек держит штангу, он держит ее на руках, а не на своих плечах. Штанга должна быть всегда на плечах. Когда человек держит штангу на руках, происходит следующая вещь. Она приблизительно такая же, как и с прогнутой спиной. То есть штанга висит у нас на руках, давит вниз, удержать ее здесь, особенно если это мы говорим уже про приличные веса относительно, да, удержать ее на руках намного сложнее. И то, что происходит следующим образом, в тот момент, как вы начинаете опускаться вниз, вы опускаетесь не с локтями вверху, а вы опускаетесь локтями вниз, вы просто проваливаетесь вперед. Даже если ваша спина будет ровна, штанга вас продавит, и вы просто клюнете носом вперед. Как эффект от этого, штанга просто упадет вперед, вы ее не сможете удержать. Поэтому, как мы исправляем эту ошибку? Первое, что вы должны сделать, это позаботиться о подвижности ваших суставов и о мобильности ваших суставов в плечевом суставе. То есть, даже если у вас нет достаточно сильной мобильности для того, чтобы удержать прямо вот в параллели, но локти всегда должны быть чуть-чуть впереди. Они всегда должны быть над штангой. Вы всегда должны обращать внимание, что штанга лежит на плече, а не висит вот тут вот на руках. То есть, штанга на плече, локти вверху. Когда мы удерживаем эту позицию, нет никакой проблемы с тем, чтобы клювать носом вперед или ронять штангу, потому что она давит нам на руки, потому что в этой позиции этого у вас не случится. Итак, друзья, что мы должны сделать для того, чтобы исправить эту ошибку? Первое, мы должны позаботиться о мобильности в наших плечах. Наши плечи должны быть достаточно мобильны для того, чтобы мы могли поднять локти достаточно высоко. Локти должны быть всегда впереди штанги. Когда локти будут впереди штанги, у вас не будет никакой проблемы положить штангу на плечо. А если штанга лежит на плече, то мы ее держим всем корпусом, а не руками. Когда вы сможете сделать эти вещи, друзья, у вас никаких проблем не будет с тем, что у вас будет клевать, вас будет вперед, штанга вас будет перетягивать, и вы будете ее ронять. И как
эффект от этого, вы также сможете намного легче и быстрее прогрессировать в ваших весах в упражнении фронт-сквот. Обязательно обратите на это, друзья, внимание. И третье, друзья, и последнее, это наши колени. Самая распространенная ошибка – колени. Итак, друзья, что происходит с нашими коленями, когда мы делаем фронт-сквот? Люди что делают, когда приседают? Они вначале уходят коленями вовнутрь и потом также встают. Или они могут сесть нормально, но когда встают, колени уходят внутрь и они выравниваются. Итак, друзья, проблема. Колено наше не предназначено двигаться влево или вправо в своем суставе. Оно предназначено двигаться только вперед, в одной плоскости. Разгибаться, сгибаться. Все. Когда вы начинаете продавливать колени вовнутрь, вы нарушаете это движение, и вы делаете там ненужное движение, которое может привести вас к травме колена. И если вы продолжите это делать, то травма колена рано или поздно у вас случится. Растяжение связок, разрывы менискуса, ну и куча всего другого, что может еще случиться с вашим коленом, если вы продолжите это делать. Это первое. Второе. Когда вы сгибаете колени, вам кажется, что вы легче поднимать, но на самом деле нет. Вы наоборот, вы создаете на колени дополнительное давление, где оно не должно быть, и таким образом вы делаете еще больше проблемы вашему колену, а вставать вам от этого не намного легче. Потому что если вы будете работать в правильных плоскостях, правильно держать как нужно колени, ваши мышцы будут развиваться в правильном направлении. И это то, что да, поможет вам стать лучше, быстрее и с большим весом. Поэтому обязательно обращаем внимание, что когда мы делаем присед, наши носки немного разведены в стороны, наши колени всегда идут в сторону наших носков. Никаких внутренних разгибаний, никаких наружных разгибаний не должно быть. Всегда в сторону ваших носков. Тогда ваши мышцы будут оптимально хорошо работать, ваши колени будут в оптимально правильном положении, что да, позволит вам правильно, лучше, быстрее и сильнее встать с вашим весом. Итак, друзья, запомните 3 вещи, которые могут вам облегчить жизнь и улучшить ваш фронт-сквот. Это всегда держите корпус ровно и как можно выше и выпрямли. Это всегда держите локти как можно максимум ближе к параллели полу. И это никогда не сводите ваши колени вовнутрь и также никогда не прогибайте вашу спину. Все эти вещи, друзья, могут работать как по отдельности, так же и сделать цепочку проблем, которая будет двигаться одна за другой. Вы опустили локти, штанга надавила, вы тут же прогибаете спину. Вы прогнули спину, начинаете вставать с кривой спиной, вам тяжело вставать, ноги начинают заваливаться внутрь. Это не обязательно должна быть цепочка, это может быть что-то одно из этих проблем. Но это также может быть и как цепочка, поэтому обращайте на это внимание. Исправляйте ошибки, работайте над ними и поверьте мне, результат не заставит вас долго ждать. Но на этом, друзья, будем прощаться. Как всегда, поставьте лайк, подписку. Вам не сложно, мне приятно, а YouTube полезно. И да пребудет с вами сила, народ. Пока.